Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о необычном продукте, добыча которого связана с риском для жизни. Речь пойдет о съедобных гнездах стрижей, из которых готовят суп. Эта еда очень популярна в странах Азии. Эти люди карабкаются по скользким известняковым скалам, рискуя упасть с высоты около 30 метров и разбиться насмерть. Достаточно небольшой ошибки, чтобы человек сорвался и упал на скалы. Люди ищут редкие гнезда, сделанные из птичьей слюны, которые можно найти в пещерах, расположенных в Юго-Восточной Азии. Собирателей гнезд на Филиппинах называют боушартс. На протяжении веков жители Филиппин отправляются на необитаемый остров Пангалан, чтобы, рискуя своей жизнью, собирать гнезда каменных стрижей, саланганов, напоминающих ласточек. 900 граммов этого продукта стоит около $2900. Гнезда используются для приготовления супа, который, по мнению местных жителей, полезен для здоровья. Спрос настолько высок, что группы по сбору гнезд очень быстро распространились по всей Юго-Восточной Азии. Несмотря на опасность, охотники за гнездами продолжают собирать их в дикой природе. Одного из таких собирателей зовут Алвин. Он рассказывает, почему этот древний метод сбора птичьих гнезд все еще актуален, как это происходит и что делает эту работу таким рискованным делом. Алвин и его команда собираются в Бенгале, точке на филиппинском острове Майтигуит. Его группа состоит из различных родственников, его двоюродных братьев, братьев-дяди и племянников. В лодку они загружают самое необходимое – инструменты, фонарик, бамбуковый шест и веревку. Собиратели гнезд направляются на остров Набат, один из 7000 островов, составляющий территорию Филиппин, на который можно добраться только на лодке. Группа выходит из лодки и идет босиком по скользким и острым камням. Из бамбука, взятого с собой, они сделают лестницу. По ней собиратели гнезд будут подниматься к пещерам. Сначала они стягивают бамбук веревкой, а затем к лестнице они прикрепляют куски дерева, называемые калитангом. Самое важное – это подняться по такой лестнице. Лестница цепляется за скалы, и люди совсем не уверены, правильно ли она установлена. Поэтому, поднимаясь по ней, нужно опасаться, что веревки могут ослабнуть и конструкция разрушится. Сверху люди внизу выглядят очень маленькими. Алвин говорит, что если человек по какой-то причине не в состоянии подняться, то лучше не форсировать события, так как на кону стоит собственная жизнь. Однажды Алвин вывихнул плечо, а вход в пещеру оказался слишком мал, поэтому ему пришлось медленно спускаться, держась одной рукой за бамбук. После этого он перестал забираться очень высоко на скалы. Он был свидетелем многих несчастных случаев во время восхождения. Опытные охотники за гнездами могут вообще не пользоваться лестницей или какой-либо опорой. Они полагаются только на свои руки и ноги, и это самый опасный способ лазания. На местном языке это называется гаганг-каганг-ланг, что означает «ползать как краб». Одного из самых ловких собирателей гнезд зовут Анжелито. Следуя по стопам своего отца и деда, Анж карабкается по зубчатым скалам и отправляется в пещеры, чтобы собрать гнезда, сплетенные из слюны стрижей. И хотя это опасная работа, но она хорошо оплачивается. Он говорит, что его работа очень трудна. Одно неверное движение, и можно упасть вниз. Он говорит, что нервничает, когда видит, как его товарищи карабкаются по скалам. В то же время его коллеги точно так же нервничают, когда по скалам пробирается он. И хотя работа может быть очень опасной, собиратели гнезд готовы рисковать жизнью, потому что считают, что их заработок того стоит. Анж говорит, что стрижи предпочитают строить свои гнезда в темных пещерах. В этой работе есть свои особенности. Так, для каждой пещеры есть назначенный собиратель гнезд, и это зависит от строения его тела. Например, большой человек не может проникнуть в пещеру, если она слишком маленькая. В давние времена собиратели карабкались по скалам с маленькими детьми, чтобы те проникали в очень маленькие пещеры и собирали гнезда. И сегодня, если у собирателя есть сын или внук, которые могут заменить его на работе, их берут в команду.
Анж говорит, что он все еще молод и будет продолжать собирать гнезда, пока у него еще есть силы. Он говорит, что птичьи гнезда были пищей его предков в те времена, когда они еще жили на острове. Традиционное занятие по собиранию гнезд с тех пор передается из поколения в поколение. Сегодня остров полностью необитаем, и при возникновении экстренной ситуации нет возможности быстро получить помощь. Собиратели гнезд собирают урожай только днем, в то время, когда птицы ищут пищу. Иногда пещеры находятся невысоко, и добраться до них гораздо проще, но разрушительные волны, разбивающиеся о скалы, представляют угрозу. Входы в пещеры маленькие, но сами пещеры обычно просторные. Свой путь собиратели гнезд освещают фонариками. Алвин, заметив гнезда, использует пульверизатор, наполненный водой, чтобы ослабить и разрыхлить их. Затем гнезда аккуратно отделяют от стен пещеры. Алвин говорит, если найдено 8 гнезд, то в них обитают 16 птиц, так как у самки всегда есть партнер. Это как у людей, птицы создают пару навсегда. Другие животные попасть в пещеру не могут, и птицам ничего не угрожает. Алвин и его группа также стараются не срывать гнезда с яйцами. Он понимает, что если птица выживет, то и у него всегда будут средства к существованию. Иногда до гнезд бывает трудно добраться. В таком случае, чтобы добыть гнездо, к концу бамбука привязывают специальную вилку. Птица строит новое гнездо за 15 дней после того, как исчезают старые. Иногда случается, что вся эта тяжелая работа охотников за гнездами напрасна. Обычно собиратели чувствуют себя подавленными, когда оказывается, что гнезда очень малы и не подходят для собирания. Алвин и его родственники – единственные люди, собирающие урожай на острове Набат. Это связано с тем, что именно его предки открыли здесь сотни пещер с гнездами птиц. Алвину было всего 9 лет, когда он впервые отправился в пещеры со своим отцом, который тоже был охотником за гнездами. Он уверен, что у него найдутся последователи. И даже когда они уже больше не смогут карабкаться по скалам, на смену им придут дети, которые не планируют дальнейшее обучение. Группа ночует на острове, и все они находятся в состоянии повышенной готовности. Они говорят, что вокруг орудуют вооруженные банды, и они могут обстрелять группу. Гнезда стрижей собирают только с декабря по апрель, и за эти 5 месяцев Алвин может найти до 2500 гнезд. После сбора гнезд их нужно очистить, чтобы удалить любые перья или ветки. Затем их сортируют по твердости и цвету. Гнезда класса А являются самыми прибыльными. Они обычно белые, сухие и сделаны из чистой слюны. Гнезда класса Б не такие белые, и в них могут присутствовать обломки гнезд. Гнезда класса С мягкие и желтые. Всего 900 граммов гнезд высшего качества стоят около $2900. Местная мэрия покупает гнезда у собирателей по регулируемой цене и продает их частным клиентам по всему миру. Свою часть прибыли Алвин получает после завершения сезона. И хотя этих денег немного, но Алвин говорит, что достаточно. Гнезда сделаны из затвердевшей слюны стрижей, и она является основным ингредиентом птичьего супа. Некоторые могут есть их сырыми, например, в то время, пока их чистят. Суп из гнезд – это деликатес во всем мире, и прежде всего в Китае. Миска супа может стоить до $100. Алвин считает тех, кто ест суп из птичьих гнезд, действительно богатыми людьми. В последние годы спрос на гнезда и суп из птичьих гнезд вырос. Эта отрасль стоит $5 миллиардов, и многие страны Юго-Восточной Азии занялись выращиванием стрижей как сельскохозяйственным производством. Создаются структуры, имитирующие естественную среду обитания птиц. Для этого используются темные заброшенные здания, которые напоминают пещеры. Фермеры используют фальшивые птичьи крики, чтобы привлечь стрижей. По сути, это сооружение с искусственно созданными условиями, подобными жилищу стрижа. Они приспособлены привлекать стрижей, чтобы они в них жили и размножались. На вопрос, вредит ли птицам то, что их гнезда отбирают, фермеры говорят, что стрижи покидают здание в дневное время, чтобы охотиться за едой.
Именно в это время в здание входят работники, чтобы измерить, идентифицировать и удалить зрелые гнезда. Детенышей в гнезде нет. Когда стрижи возвращаются, то сначала они могут запаниковать. Они могут улететь, но потом возвращаются. Ферма их защищает. Конечно, качество таких птичьих гнезд несопоставимо с природными, но все равно 1 килограмм продукции стоит около $6000. Сегодня индустрия получения гнезд искусственным путем включает в себя многотысячные предприятия, от производства, сортировки и очистки до внутренней и международной торговли. Например, только в одной Малайзии зарегистрировано более 1000 зданий для выращивания птичьих гнезд. Они производят около 10 тонн продукции в год, а мировой спрос на птичьи гнезда составляет 200 тонн в год. Трудоемкий и не требующий механизации процесс сбора гнезд также определяет цену конечного продукта. Чтобы собрать урожай, фермерам приходится взбираться по лестницам, аккуратно снимая каждое гнездо с потолков и уступов, где птицы построили дома. Затем они должны очистить гнезда и удалить все перья и грязь, прежде чем из них можно готовить. Чистка гнезд – сложный процесс, который необходимо выполнять с осторожностью, чтобы сохранить внешний вид гнезда. Чем чище гнездо стрижей, тем выше может быть цена. Больше всего ценится полная чашка гнезда, которая имеет более высокую розничную стоимость, чем фрагменты гнезд с обломанными краями, хотя все они имеют одинаковую пищевую ценность. Эти чистые кусочки слюны являются сырьем для последующего процесса. Здесь им придают товарный вид. Алвин говорит, что от этого оставшихся в дикой природе гнезд не стало меньше, и эти сельскохозяйственные фермы не создают проблем для средств к существованию охотников за гнездами. Алвин говорит, что гнезда, собранные в пещерах, имеют более высокое качество, чем выращенные на ферме. Местные жители верят, что они обладают лечебными свойствами, и это подтверждается некоторыми научными данными. Так, исследования в 2015 году показали, что гнезда богаты питательными веществами, которые могут повысить иммунитет ребенка. Также они богаты белками, аминокислотами и витаминами, которые укрепляют органы человека. После 2 дней охоты за гнездами Алвин, наконец, дома. Сезон сбора почти закончился. Его жена Марби встречает его с облегчением. Алвин считает, что он не будет менять свое занятие. В свое время он не закончил школу и не хочет работать далеко от своей семьи, а заработок охотника за гнездами его вполне устраивает. В остальное время года он зарабатывает на жизнь рыбалкой. Он гордится тем, что продолжает традицию предков. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!